成功了，同时吸收3个9万年魂环，这是魂环的反噬。很久不见。Вышел невероятно крутой трейлер 249-й серии Боевого континента. Тансан уже встретится с Тянь Ринсюэ. Даже не верится, что это произойдет так быстро. Сюжет действительно очень ускорился. Мы все думали, что эта встреча богини Тянь Ринсюэ и Тансана 96-го ранга произойдет в анимационном полнометражном фильме. Однако все будет совершенно иначе. К концу аниме, то есть 258 серии, Тансан вполне может стать морским богом и вернуться на континент. Что ж, посмотрим, как все будет. Битва с муравьями подойдет к концу. Тансан поглотит их 3 кольца, и на молоте в общей сложности будет 8 колец. С такой силой уже как-то можно противостоять Тянь Ринсюэ, которая перешла на божественный 100-й ранг. Тансана также не стоит недооценивать. Он по праву может считаться сильнейшим среди мастеров. Процесс поглощения сразу 3 колец был очень сложным, поскольку их возраст был почти 100 тысяч лет. Давление на тело Тансана было огромным. Если бы это был кто-то другой, он точно взорвался бы и умер. Но Тансан не только выдержал, но и выковал своим молотом лучшие кольца. Объединив все свои энергии, Тансан подавил 3 новые кольца и позволил им слиться с молотом чистого неба. От каждого удара Тансан истекал кровью, его тело оторвалось от земли, а затем снова тяжело упало на землю вместе с трезубцем морского бога. Это был мучительный тяжелый процесс. Над всем этим в сторонке наблюдала Тянь Ринсюэ. Она была очень удивлена, что Тансан одновременно поглощает 3 кольца. Ранее такого не делал, пожалуй, ни один мастер в мире, так что Тянь Ринсюэ не мешала Тансану и с интересом смотрела. Как показано в трейлере, когда Тянь Ринсюэ увидела Тансана, на ее лице появилась легкая злонамеренная улыбка, а лицо было высокомерным. Она гордилась тем, что раньше Тансана стала богиней. Однако несколько удивительно, что образ Тянь Ринсюэ в виде богини не изменился, хотя в оригинале, после становления богом, ее внешность значительно поменялась. Интересно, что уже во время 9-го испытания она могла ментально наблюдать за всем, что происходит на континенте, в том числе увидеть, где находится Тансан. Но сейчас они встретились лицом к лицу, битвы между ними точно не избежать. Тянь Ринсюэ всегда помнила, что сделал Тансан, как он разрушил ее 20-летний план по захвату власти в Небесной Империи. С одной стороны, она хотела победить Тансана, но с другой стороны, она приглашала его стать ее союзником и даже править вместе. Тансан же помнил, что ему нужно отправиться к острову морского бога, а также сражаться с королем китом. Ему нужно как можно быстрее ускользнуть от Тянь Ринсюэ, но сделать это непросто, учитывая, что она стала богиней-ангелом. В анонсе показали начало их битвы. Тансан полагался на трезубец морского бога. Однако он заметил, что его божественное оружие имело какую-то странную связь с мечом ангела. Неужели эти артефакты узнали друг друга? В трейлере Тансан говорит, что 2 божественных артефакта действительно резонировали. И тому есть причина. Божественные артефакты – это оружие более высокого уровня. Будь то трезубец морского бога или меч ангела, они содержат божественные мысли предшествующих богов. Когда эти 2 артефакта столкнулись, появились фантомы предыдущего морского бога и ангельского бога. Видимо, Тансану и Тянь Ринсюэ суждено занять противоположные позиции, ведь унаследованные ими боги были противоборствующими богами. Это противостояние на уровне бога очень захватывающе, но Тансану по-прежнему не хватает силы, чтобы полноценно использовать трезубец. Его ранг сейчас 96-й, это далеко до уровня Тянь Ринсюэ. Интересно, что в отличие от оригинала, Тянь Ринсюэ сама предложила заключить с Тансаном пари, хотя конкретные ставки не ясны, но это скорее всего выгодно им обоим. К тому же Тансан – настоящий король различных пари и хитроумных предложений. Достаточно вспомнить, как он обыгрывал Януди, Нюгао, титулованного морского дракона и других. Тансан может превратить свои недостатки в преимущество с помощью игры, но пропасть между богом и духовным мастером непреодолима. Тансан чисто своей силой никак не сможет победить Тянь Ринсюэ. Его тело пока не достигло уровня бога. Когда Тянь Ринсюэ сражалась с Тансаном, она продемонстрировала очень хорошие навыки и прекрасно владела мечом, не хуже титулованного Чэньсиня. Ее мечи в небе даже чем-то напоминают навык Чэньсиня. На континенте боги давно не появлялись, но Тансан столкнулся с таким противником божественного уровня. Несмотря на то, что у него был большой боевой опыт, а количество и качество колец превосходным, он не был противником Тянь Ринсюэ. К счастью, Тансан получил технику великого молота Сумеру, а скрытое оружие было его козырем. Хотя существует некоторая вероятность, что эта встреча Тансана и Тянь Ринсюэ на самом деле часть ее 9-го испытания, и она еще не стала богиней.
Тан Сан был ее третьим препятствием, и она могла чудесным образом перенестись в лес, чтобы сразиться с Тан Саном. Что-то похожее было с Бибидун, и это немного объяснило бы, почему, став богиней, она выглядит как и прежде. Лишь когда выйдет серия, мы узнаем точно, потому что это совершенно оригинальный сюжет. Напишите в комментариях, как вы думаете, когда же случится эта битва? Это часть испытаний Тянь Ринсюя или реальная встреча? Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.